Друзья, всем привет! С вами Баша, это мифические пазлы. Значит, сегодня у нас игра встречала буквально полчаса назад интересным письмом одним. Давайте зайдем, посмотрим него. Да, вот буквально полчаса назад оно пришло. Значит, Limit Break теперь для 3-звездочных, 4-звездочных героев. Значит, читаем: дорогой спаситель, теперь ты можешь разблокировать побег из Шоушенка, то есть побег из предела, из предела для своих 3 минус и 4 минус звездочных героев. Нажмите подробнее, чтобы узнать подробности. И можно забрать фляжку. Я ее уже, конечно же, забрал, потому что это очень важно для меня. Давайте, ребят, нажмемте вместе с вами на подробнее, чтобы узнать подробности. Вот мы уже нажали на кнопочку подробнее. Теперь нас перекинуло на какой-то ресурс, на котором вот можно прочитать, значит, как нам получить побег из ада для 4 и 3-звездочного героя. Значит, нужно нажать на страничку ваши герои, выбрать 3 или 4. Вот, видите, в списке мы можем его выбрать и на любого героя нажимаем, и потом там будет кнопка внизу типа Limit Break. Ага, все, вот это вот. Ну, теперь мы подробнее знаем, как в подробностях работать с этим побегом из ада. Вот. Ну, а теперь давайте заканчивать этот конченый троллинг и, как нормальные люди, обсудим, в общем, что это такое. И почему вообще эти дебилы, блядь, не могут нормально просто перевести даже элементарно письмо и написать его не как какие-то ДЦПшники. Короче, ребята, запустили то, что давно уже просилось. Это прорыв лимита для 3 и 4. Прорыв очень легкий. Мы сейчас вкратце посмотрим, как это все работает. Разработчики, что самое важное, они решили вообще забить болт и даже не париться с выдумыванием каких-то там заданий для героев. Поэтому просто, чтобы прорвать 4, нам нужно зайти в 4. Неважно какая, главное, чтобы она была закачанная на 470. Нажать прорыв лимита. Пока ничего не меняется по сравнению с 5. И здесь без задания, просто с наличием ресурсов, мы нажимаем прорыв лимита и потом будем подкачивать, короче, и получать бонус в виде стартового заряда по мане для героя. У нас, естественно, ввели новые ресурсы для того, чтобы прорывать 4, 3. Вот, давайте прикинем, тут какой-то морозный самоцвет. Это для синих. Давайте выберем, вот, например, зелененькие. Здесь у нас тоже какой-то зеленый там природный камень 4-звездочный, естественно, для 4-звездочного героя. 4-звездочный ресурс, это логично. Темный самоцвет для фиолетовых. А потом желтенькие еще мы не смотрели. Здесь прикольный какой-то световой самоцвет для святых. И красный у нас остались 4. Вот для красной 4 нужно пламенный самоцвет. Вот стихии красной. Вот 4-звездочные вот такие предметы. Очевидно, что мы их будем получать, как и написано, за рейды выполнения миссий. На самом деле, я думаю, что это имеется в виду сундуки рейдов, сундуки титанов, сундуки монстров, непосредственно убийства титанов, и где-то на кубке альянсов нам это запихнут. Ну, я думаю, что естественно, разработчики не будут избегать шанса просто продавать эти все ресурсы. Ну окей, посмотрели. Давайте пойдем посмотрим еще на 3. Вот 3 на самом деле ситуация абсолютно аналогичная. Нужно иметь 3 прокачанную на 350. Тоже нажимаем прорыв лимита. И тоже видим ни заданий, ни хрена нет. Нужно просто эфемерное сердце, как всегда. 100 штучек, кстати. А на 4 я как-то даже не обратил внимания сколько. Давайте глянем ради интереса. 150, логично. 200 на 5, 154, 100 на 3. Давайте дальше смотреть. Значит, нам надо 100 эфемерных сердечек, парочку ока одинокой души. Ну, я думаю, их у всех тьма тьмущая. Вот у меня 300 штук валяется, они бесполезные вообще. И нужно, естественно, тоже определенного цвета ресурс
ну, непосредственно для прорыва. Пробужденный морозный кристалл, допустим, для синего. Вот только мне интересно, почему все-таки для тройки используется 4-звездочный, да, 4-звездочный ресурс. Ну, это такой, не знаю, возможно, это недоработка небольшая. Здесь тоже у желтых кристалл света. Видите, он, ну, как бы, это совершенно другой ресурс, с другой пиктограммой. Ну, это абсолютно другая вещь будет, только почему она не тройка, а четверка, ну, это не знаю, возможно, где-то лишнее нарисовали, хрен его знает. Короче, вот такой вот ресурсик нужен для желтых троек. Для красных у нас тоже какой-то пламенный кристалл, они даже называются, по-моему, одинаково. А ну-ка, пламенный кристалл был у красных, а здесь тоже какой-то пламенный кристалл. А здесь пламенный самоцвет. Там кристаллы, здесь самоцветы. Давайте у желтых мы смотрели. Вот, фиол, кристальчик темный. И, наверное, у зеленых будет какой-то зеленый кристалл, да? Вау, природный кристалл. Ну, я молодец. Вот. Вот, собственно, что мы из этого имеем. Что нам нужно теперь будет усиленно фармить титанчиков, там всякие сундуки туда-сюда. Короче, возможно, где-то покупать, где-то еще что-то. Что не понравилось? То, что нет никаких заданий, даже базовых, чтобы проходить это все, ну, получать вообще возможность прорыва. Ну, оно в принципе, наверное, и понятно. Это и нужно под каждого героя подстраивать что-то и думать. Это ресурсы на работу. Это, ну, короче, и время, ну, это не интересно с точки зрения компании. Поэтому мы просто будем теперь фармить вот эти ресики. По понятным причинам у меня еще ни одного ресурса нет. Ни на четверку, ни на тройку. Потому что только-только это ввели. Но когда я накоплю там хотя бы на первую тройку или на первую четверку, отдельно еще видео запишу непосредственно о том, как прорывать. И мне будет очень интересно, какие непосредственно ресурсы нужно будет уже для того, чтобы прорывать на каждом из уровней следующим по прорыву. Потому что, ну, понятно, что у троек мы сможем до 55-го докачать, у четверок до 75-го. То есть на 5 уровней плюса мы можем забафать нашего героя. И при этом вы же знаете, да, что, допустим, у пятерок там, с 80 на 81, чтобы перейти, нужен там один там ресурсик, да, чтобы перейти с 81 на 82. Нужен второй ресурс, там вот эти вот всякие живые воды, там веточки, когти, вот это все. Я думаю, что для тройки, четверок это тоже будет сделано, потому что, ну, это, наверное, было бы логично. И, конечно же, они будут использовать, наверное, в прокачке эфемерные сердца. Вот, но это я сделаю отдельным видео, когда там через какое-то определенное время уже наковыряют на прорыв хоть кого-то. Интересно будет также посмотреть, какой же там будет шанс на выпадение этих ресурсов, потому что, ну, очень много троек и четверок есть в игре. Чтобы хотя бы там часть прокачать там для каких-то турниров, это нужно будет овер до хера ресурсов. Ну, посмотрим. В плане вообще профитности, что нам даст вот этот побег из предела, ребята, побег из предела, просто труба. Для геймплея, что это даст? Ну, это даст немножечко более свежий подход к турнирам для молодых игроков, еще и к рейдам, и к войнам. Потому что, ну, кто будет воевать на четверках, это очень большое преимущество, когда у тебя четверка прорванная и четверка не прорванная. Ну, в основном, наверное, для большинства игроков, там, те, кто уже плюс-минус там играет не первый день, это все-таки для турниров будет использоваться, для ивентов. Это повышение результатов на всяких ивентах ежемесячных, на туриках, ну, по факту на туриках, вообще на PvP режимах, на всяких, это в идеальных условиях ничего не поменяет, просто будет более затяжные драки, потому что будет больше хитпоинтов, наверное, и там, если взять так в корреляции с увеличением остальных статов атаки и брони, то, наверное, ну, плюс-минус, возможно, оно останется на прежнем уровне, как и сейчас, но мне кажется, что чуть-чуть будет все-таки поинтереснее, подольше повозиться с вражескими персонажами, их там с камня так легко уже не пронесешь, поэтому это сработает немножко на замедлении геймплея, то есть на пятерках у нас сейчас вводится лимит-брейки, которые ускоряют максимум геймплей, на тройках, четверках я думаю, что это чуть-чуть нам его ослабит.
Но это не точно, но на тройках, наверное, все-таки именно так это сработает, потому что на тройках это, ну, сейчас все турниры походятся так, там, собрал, там несколько камней, там они, эти все герои там с 500 хп просто поотлетали, и ты пошел в следующий рейд, сейчас такого не получится. Но как это будет на самом деле, посмотрим. Я почему-то думаю, что критически ничего не поменяется. Единственное, что поменяется, это если будут неравные условия, и там у кого-то тройки прорваны, у кого-то не прорваны, это, естественно, как бы очевидное преимущество будет того, кто попрорывал своих троек и четверок. Опять-таки, для ребят, кто на войнах использует четверки или тройки до сих пор, то это, ну, неплохой буст будет, чтобы прокачать и команду обороны, и прокачать и команды атаки. Играть будет намного интереснее, свежее. Вот, поэтому, ну, хороший это ивентик, замутили разрабы. Единственное, что вопрос остается открытым, почему все-таки, почему четырехзвездочные кристаллы используются для троек. Ну, это, мне кажется, просто ошибка какая-то, а может нет. И что еще более важно, какие ресурсы будут использоваться для того, чтобы уже каждый уровень после прорыва прокачивать у героев. Вот это мне больше всего интересно, но это будет потом. В любом случае, советую всем начинать фармить активно вот эти все ресурсики, забрать, конечно же, флягу, потому что это очень важно в нашей жизни. И, ну, собственно, начинать, потому что кто первый накачает себе четверок троек, тот будет в шоколаде на туриках, на ивентах. Результаты, я думаю, будут там намного больше, чем сейчас. Там, если, допустим, на ежемесячном ивенте сейчас там на этих Паралимпиаде там, на тройках набивают, там, ну, грубо говоря, 600 тысяч, там, да, то, я думаю, это результат будет уже не такой большой казаться, как сейчас. Там будет, я думаю, плюс 1050-100, это 100%, чисто из-за увеличения статов. Ну, посмотрим. Посмотрим, в любом случае, разрабы молодцы, что хоть что-то выпустили, хоть какую-то движуху. Будем смотреть и разбираться. В следующий раз я запишу видео уже о том, когда я нафармлю себе на прорыв ресурсики и буду непосредственно прорывать. Вот, кстати, по прорыву, мне кажется, что опять-таки можно будет еще сделать отдельно видосик, а может даже не буду делать, просто интересно, сколько нужно будет там, допустим, троек полностью прокачать для того, чтобы прокачать на 75 уровень четверку, или там сколько двоек нужно будет, чтобы прокачать тройку, ну вот типа такого плана. Но это будет потом. Это будет еще, кстати, очень не скоро, я думаю, вообще не скоро, потому что пока в продаже ничего нет из этих ресурсов. А фармить это все будет очень и очень долго, я думаю, ну, потому что игра на долгосрочную перспективу. Да и в общем-то, вот такие вот дела. Поэтому всех поздравляю, все теперь могут быть довольными, что теперь есть в игре еще чем заняться и хоть как-то еще подкачивать своих бойцов, которые там залежались. Ну, например, для меня это прикольная тема, потому что у меня много четверок есть в принципе, и много четверок, которых я юзаю вообще постоянно. Причем прорыв же вышел хоть для относительно новых героев, хоть для старых. А новые четверки сейчас ивентовые, это, ну, чаще всего просто имбочки там лютые. И их нужно будет прорывать, естественно, в первую очередь. Вот, короче, работа, опять появляется работа. Ну, это прикольно, хоть какая-то активность в игре. Вот, надеюсь, вам это видео было полезно, надеюсь, вам понравилось. Будем вместе разбираться дальше, что это как работает. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь, напишите свой комментарий, что вы думаете по поводу этого побега из ада, ребята. Побега из ада. На этом все. Всем удачи, ребят, всем пока.